Всем привет! Это новости с Чалым, и с вами, собственно, Сергей Чалый. 7 января, в день Рождества Христова, Лукашенко по традиции посетил на этот раз комплекс женского Свято-Елизаветинского монастыря и на этот раз уже нарушил традицию и был один без своего младшего сына Коли. А алиби для Коли Лукашенко обеспечил накануне, рассказав о том, что его сын занимается разработкой индивидуальных военных медицинских аптечек лучше натовских. Это сын мой младший принес мне натовскую аптечку и нашу. Только папа, это что такое? И начал разворачивать. Ну и вот они за пару месяцев сделали аптечку, которая лучше натовской. И также традиционно Лукашенко поставил свечу в храме, и также традиционно ни разу не перекрестился, ограничившись странным поклоном. 3 года назад такое поведение Лукашенко поставило в тупик российских журналистов, когда они вдвоем с Путиным посещали мужской монастырь на Валааме. Видите, тот же самый странный поклон. Вообще, отношение Лукашенко с верой достаточно запутанное. До конца неизвестно даже, крещен ли он. В 2005 году на мероприятии с участием российских журналистов он говорил: наверное, все же крещенный. Хотя мама была коммунисткой. Зато доподлинно известно, что Лукашенко работал ответственным секретарем Шкловской районной организации Союза воинствующих безбожников, которая в 1947 году сменила название до Всесоюзное общество знаний, где он и читал лекции по атеизму. А потом меня партия догрузила второй лекцией «Атеистическая пропаганда». Я Библию-то не читал, какая атеист... Прочитаешь. В том же интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону перед выборами 2020 года он говорил: я говорю, там, где мой народ. Я постоянно в церковь хожу, у меня традиция, там на Рождество, Пасху. Почему? Туда люди приходят, люди веруют. И по этой же логике очевидно, идти туда, куда ходит народ, Лукашенко не может удержаться от выступления перед народом, даже в форме проповеди с алтаря в храме неверующего человека. И в этот раз начало проповеди было особенно комичным. Я не буду, как раньше говорим, молвить длинно слово свое, скажу несколько вещей. Зинаида, подскажи мне что-нибудь по-славянски. Паки? Паки. И же херувимы. И вопреки обещанию быть кратким, Лукашенко ушел в пространное рассуждение на явно занимающую его в последнее время тему беглых белорусов. Судя по всему, Лукашенко продолжает пребывать в заблуждении относительно того, что эмигрирующие люди оказались никому не нужны, на обочине и вообще массово просятся назад. Наконец-то многие люди начали понимать, что они нигде не нужны, кроме своей земли. Даже и те, сбежавшие из Беларуси сегодня, тысячами обращаются к нам, чтобы их вернули обратно на родину. Правда, мне интересно, куда в его представлении обращаются эти тысячи и тысячи людей? Куда они звонят, пишут, приходят? И особая ирония заключается в том, что рассуждает Лукашенко об иммигрантах, оказавшихся на обочине, в храме во имя святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского, Иоанна, архиепископа Русской Православной Церкви за рубежом, самого белого иммигранта, бежавшего сначала в Крым, затем в Константинополь, затем в Сербию, затем в Китай и уже с 1962 года возглавлявшего Сан-Францискую епархию. Хотя посвящать рождественскую проповедь теме политических беженцев, вообще-то уместно. Особенно с учетом того, что сами родители Христа фактически были таковыми. Волхвы, ведомые Вифлеемской звездой и пришедшие поклониться новорожденному Спасителю, решили не раскрывать его местонахождение тогдашнему царю иудеев Ироду. И тот, опасаясь за свое политическое будущее, приказал истребить в Вифлееме и его окрестности всех младенцев до 2 лет мужского полу. По легенде, Ирод так и произнес: я с женщинами не воюю. А вот что действительно нового было в рассуждениях Лукашенко о белорусских беженцах, так это странно сформулированная идея сделать им шаг навстречу. Настало время, когда мы, представители власти, я как глава государства, и вы, священнослужители, наши люди, должны сделать шаг навстречу этим людям, которые в свое время, не то обезумев, не то на какое-то время потеряв ориентиры, ошиблись. И будет, наверное, по-нашему, по-православному,
если мы этот шаг навстречу им сделаем. Заметьте, по-православному, а не по-христиански. О том, почему это развлечение важно и что оно означает, мы поговорим чуть позже. А пока заметим, что после событий 2020 года церковь исполняет для Лукашенко все более психотерапевтическую функцию. Ну, во-первых, тщательно убеждает его в собственном величии и даже практически святости и чудотворении. Вот так и на Рождество митрополит Вениамин подарил Лукашенко картину, посвященную прощанию с подвижником земли белорусской митрополитом Филаретом, и дарение это сопровождалось рассказом о том, как во время нахождения картины в шклове на ней стали проступать потеки маслянистой жидкости. Ну, в общем, Вениамин остановился в шаге от того, чтобы сказать, что в сакральном для Лукашенко шклове даже иконы мироточат. Во-вторых, православная церковь снабжает его пророчествами по сохранению душевного и физического здоровья. Вот что, например, протоиерей Андрей Лемешонок, духовник этого самого монастыря, вкладывает в уста известного старца, умершего, кстати говоря, в 2002 году. Знаете, когда-то старец отец Николай, когда вас избрали президентом, это на острове Салют, это очень почитаемый старец. Он сказал, пока Лукашенко будет в Беларуси, все будет хорошо. Это было давно. То есть умирать мне пока нельзя. Никак. Никак. Это меня все хоронят эти белые. Речь, кстати говоря, идет о старце Николае Гурьянове с острова Залит Псковской области, того самого, который стал прототипом героя фильма «Остров», сыгранного рок-музыкантом Петром Мамоновым. И в-третьих, церковь убеждает Лукашенко в том, что Бог его не оставил. Помните, как Лукашенко допытывал патриарха Кирилла? Ну, он же видит, он же смотрит на нас, пожурить же, но поддерживает же. А вот отцу Андрею Лемешонку даже не нужны наводящие вопросы. И сегодня надо быть дерзновенным, чтобы сказать: мы с Россией. Это действительно по-православному. И Бог слышит вас, и Бог помогает вам, и будет помогать. И мы всегда будем с вами. А главное, что здесь мимоходом объяснено, что же такое это самое поступить по-православному. Это быть с Россией. Ну или даже еще точнее, с Путиным. Потому что, напомню, у Лукашенко есть антоним к поступить по-православному. Это поступить по-иезуитски. Именно это выражение он использовал, когда рассказывал сначала российскому премьеру Мишустину, а затем российским журналистам о печально знаменитом перехвате разговора Ника и Майка, в котором заявление Меркель об отравлении Навального якобы было сделано специально для того, чтобы отбить охоту Путина сунуть в нос в дела Беларуси. Понимаете, насколько по-иезуитски поступают эти люди. Конец цитаты. Ну, то есть, по-иезуитски это чтобы он не совал нос в дела Беларуси, а по-православному, чтобы совал. Вот такое вот конфессионально-геополитическое противостояние. Тему этого противостояния Лукашенко продолжил на состоявшейся 10 января церемонии вручения премии за духовное возрождение, лауреатом которой, к нашему удивлению, не стала его невестка Анна Силук, авторка песен про Лукашенко и Бульбу. Зато ими стали дети из военно-патриотического клуба «Рысь» при воинской части 3214, которые нам запомнились криками на видео «Лукашенко лучший президент» и «С Магары даже не надейтесь». У нас самый лучший президент! С Магары даже не надейтесь! Так вот, Лукашенко в выступлении на этой премии, вопреки основному посылу, что в нашем государстве более сотни лет живут люди разных вероисповеданий и этнического происхождения в согласии, делая всех духовно богаче, делает вывод, что если мы хотим, чтобы наши дети жили на своей земле свободно и независимо, как мы, то должны в первую очередь научить отличать родные традиции от чужеродных. То есть, как христианин получает дар развлечения духов, так лукашенковский патриот получает дар развлечения традиций родных и неродных. А получив его, начинает применять с рвением неофита к месту и не к месту. Так, например, чуждый нам Хаги-Ваги превращается в волшебного кролика с кроличьими же ушами и зубами. И также Республиканский совет по исторической политике при администрации Лукашенко с учетом необходимости укрепления историко-культурной общности белорусского народа, недопущения продвижения чуждых письменных традиций и культурных ценностей, Республиканским советом по исторической политике принял решение рекомендовать местным органам власти исключить практику применения латиницы в наименованиях улиц и иных топографических объектов и постепенно вывести ее из обихода, используя только государственные языки. Ну, потому что, как выяснилось, латинская транслитерация усложняет восприятие информации, затрудняет ориентирование, и вообще в ее основу положен польский вариант латинской графики, которая с 16 века использовался в целях полонизации белорусов наряду с навязыванием католичества. А вот последнее утверждение является уже
полным бредом. Потому что правила транслитерации кириллических алфавитов латинскими буквами установлены вообще-то международным стандартом ISO-9, который не имеет никакого отношения не то что к белорусской латинке, латинскому алфавиту белорусского языка. Он, этот стандарт, вообще не имеет никакого отношения ни к каким языкам. Он используется просто для однозначного обозначения кириллических букв латинскими буквами независимо от языка. Это позволяет точно передавать написание, а вовсе не произношение, и также однозначно переводить транслитерацию обратно, например, машинным способом. И здесь принципиально важно, что одной кириллической букве соответствует одна латинская, возможно, с диакритическими знаками. Именно поэтому слово «площадь» пишется вот так, где звук «ш-ч» передается двумя буквами с диакритикой, каждая буква по отдельности. В то время как в дореволюционной белорусской латинке, действительно основанной на польском алфавите, это сочетание писалось бы 4 буквами. Но мы понимаем, что поправлять борцов с тлетворным влиянием Запада в лице упомянутой комиссии бесполезно. И поэтому предложим им не останавливаться на достигнутом, а пойти дальше. Не только запретить латинскую транслитерацию для кириллических букв, но и ввести кириллическую транслитерацию для всех иностранных языков. Классическим примером плодотворности такого подхода является знаменитая речь тогдашнего российского министра спорта Виталия Мутко на заседании исполкома ФИФА. Let me speak from my heart in English. Today is a unique moment in time, both for my country and for FIFA. Russia represents its new horizons for FIFA. Russia means a big promotion of our game. Запись русскими буквами позволяет владеть иностранным языком как родным. Не беда, что иногда получаются неверные ударения. Премии «Белорусский спортивный Олимп» означают тех, кто поднялся на вершину спортивного мастерства, подтвердил свой наивысший класс медалями на важнейших споборництвах. Все лучше, чем без бумажки. Tomorrow this meeting будет Euro Association. Может быть recommendation National Association за Euro. Maybe this situation is problem is what is speech is Mr. Blatter and is Mr. Ali. Situation is dangerous. Это были новости с Щалом. До встречи через неделю. Пока. Уважаемые зрители, теперь у вас появилась возможность поддержать программу подпиской на Патреоне либо разовыми донатами с карты на карту и криптовалютой.